Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня мы будем тестировать вот такой вот малюсенький наборчик цветных карандашей. В принципе, он удобен тем, что практически совершенно не занимает никакого места, и его вполне можно положить даже в карман. Но вот насколько он функционален и удобен в использовании, мы с вами проверим, хотя вот эта вот палитра из 6 цветов немножечко обременяет. Потому что это не краски, их особо смешать не получится. Жесть! Когда достаешь их из коробки, то они вообще такие маленькие, как какие-то огрызочки, очень непривычно. Давайте поближе покажу. Знаете, это где-то примерно треть от обычного карандаша. Хотя не, если сравнивать, то он где-то наполовину. То есть два карандаша это один обычный, но в толщине они одинаковые. Так, ну и раскрашивать мы ими будем вот такой вот довольно большой рисунок. И я сначала хотела нарисовать, немножечко меньшего размера, но потом думаю, ладно, попробуем уже раскрасить такой. Но, ребят, прежде чем мы начнем, хочу напомнить вам, что сейчас в моем инстаграме проходит очень крутой конкурс на вот такие вот анимешные призы, которые вы сейчас видите на экране. Так что, если вы еще не участвовали, у вас есть желание, то просто переходите по ссылочке в описании этого видео или в закрепленном комментарии. Там будет ссылка на конкурсный пост, тыкайте на нее и читайте все правила, которые очень простые. Итоги конкурса будут 20 мая в сторис, я потом все закрепляю в актуальном. Ну а тем временем мы с вами приступаем к основной работе, это покрасу данного рисунка. Но знаете, про качество этих карандашей я не могу сказать ничего плохого, потому что данная фирма мне очень и очень нравится, и пользуюсь я ей больше 5 лет, а то и больше 6. Даже несмотря на то, что рисовать я начала где-то с 2017 года, я и ранее ими пользовалась просто для каких-то личных целей, даже для каких-то конспектов. Мне очень нравится такая пигментация данных карандашей, они очень такие яркие, в меру мягкие. Есть и акварельные карандаши от этой фирмы, они еще будут помягче, они плюс размываются, но эти стандартные такие карандаши прям 5 из 5. Единственное, что не очень удобно в использовании именно этого набора, потому что они очень короткие. По толщине это стандартные, но из-за того, что они такие коротенькие, они давят в руку, и ими неудобно раскрашивать, особенно если ты, средне или уже сильно давишь на рисунок, чтобы сделать равномерный слой. И вы сейчас спросите, а почему же ты не используешь такую штуку, удлинитель для карандаша? Такая штукенция, в которую вставляются уже маленькие поточенные карандашики, и ты ими можешь уже пользоваться до самого конца. То есть это не составляет никакого труда, но я подумала, зачем я буду ее использовать, и в этом не будет никакого смысла данного обзора, потому что мы берем данный набор, не имея эту удлинилку, идем куда-то, я не знаю, на природу или еще куда-то, кладем в карман данный наборчик и там уже рисуем. Поэтому будем пользоваться ими, как изначально и задумано. Потому что какой тогда смысл вообще выпускать такие маленькие карандаши? Что они вообще дают? То есть просто из-за того, что они компактные, их можно куда-то взять. И я не думаю, что кто-то будет пользоваться дома такими карандашами, потому что есть маленькие наборы по тех же 6-12 штук, но они нормальные, длинные, стандартные карандаши, которыми удобно пользоваться. Эти вообще не то пальто. Так, естественно, хочу отметить о своих ощущениях, пока я ими пользовалась. Вот когда ты не сильно давишь на карандаш, делаешь какие-нибудь тени, там чуть-чуть где-то подштриховываешь, то, в принципе, нормально. Но реально, когда ты начинаешь уже сильнее давить, то этот карандаш, конец его тебе вдавливается в руку, и остаются даже такие красные вмятины, следы. В общем, это не очень практично. Ну а так, этим карандашам вполне есть место быть, и еще они достаточно дешевые. Я не знаю, есть ли наборы побольше, не только из 6 цветов, потому что здесь особо сильно не разгуляешься. И это просто мне повезло, что я... не то, что повезло, я знала. Я выбрала именно такой рисунок для сегодняшнего видео, чтобы максимально больше цветов использовать. Хотя все равно зеленый и оранжевый я здесь не брала.
Но по факту качество у всех одинаковое, и эти два цвета погоду нам не сделают. Так, и напоследок надо что-то думать с фоном, но глядя на размер поля нашего, которое нужно раскрасить, и на размер карандашей, я подумала, что все-таки не стоит рисковать и все прям окрашивать, поэтому сделаем что-то типа смайликов, да, почему бы и нет. Долго этими карандашами не порисуешь, к сожалению, руки болят. Но несмотря на это, на такой прекрасной ноте мы с вами наконец-то все закончили. Я очень старалась раскрашивать более-менее аккуратно, не вылазить за контуры. В некоторых участках у меня это получилось, а в некоторых нет, потому что карандашики соскальзывают. Еще, как видите, за неимением большого количества оттенков мне пришлось сделать просто небольшие пробелы для того, чтобы создать некий объем рисунку. Ну а так, ребят, пожалуйста, напишите внизу в комментариях, как вам такой конечный результат с использованием вот таких вот маленьких карандашей. Ну а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поучаствовать в моем конкурсе, все ссылочки в описании. Ну а мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!